Слушай внимательно, мое дитя. Я говорю с тобой прямо сейчас, потому что твое сердце достигло точки перелома, которую небо больше не может игнорировать. Ты боролся со страхом, с ночами тихих слез, с днями, когда тяжесть долгов, недостатка и истощения ощущалась как буря, решившая похоронить твою судьбу. И все же, даже когда ты боролся, я шептал тебе святое, неожиданное и глубоко личное приглашение. Я – Бог, который видит тебя, Бог, который называет тебя по имени, и я ставлю перед тобой дверь, которую может открыть только твоя вера. Это не совпадение. Это божественное вмешательство, то, которое несет в себе ключ к твоему изобилию, твоему чуду, твоему преображению. Ты должен оставаться со мной до конца этого послания, потому что то, что я собираюсь открыть, столкнет тебя лицом к лицу со всем, во что ты верил о своей борьбе, своей личности и своем будущем. Есть секрет, древний завет, священное обещание, вплетенное в твой дух с самого начала твоего сотворения, и ты слишком долго жил, не осознавая этого. Но сегодня ночью, в этот священный момент, я раскрываю истины, которые были скрыты от твоего взгляда, истины, которые выведут тебя из пустыни нужды в жизнь, отмеченную благословением, богатством, жатвой и наследием. Если ты отвернешься сейчас, ты упустишь ту самую фразу, то самое откровение, которое несет ключ к тому перелому, о котором ты в слезах просил в своих молитвах. Так что остаться. Не отворачивайся. Пока нет. Ты чувствуешь тяжесть в груди, напряжение в дыхании, страх, что твоя жизнь скользит в узор, из которого ты не можешь вырваться. Ты волнуешься о следующем счете, следующем требовании, следующем неожиданном кризисе, который вытягивает последние силы, что у тебя остались. Ты ставишь под вопрос свое предназначение, свою ценность, свое место в этом мире. Ты задаешься вопросом, не умолкло ли небо. Но услышь меня, я недалек. Я неравнодушен. Я ждал того самого момента, когда твоя вера станет достаточно отчаянной, чтобы принять то, что я готовил для тебя все это время. То, что ты называешь борьбой, я называю подготовкой. То, что ты называешь провалом, я называю оттачиванием твоего духа. То, что ты называешь задержкой, я называю выравниванием твоей судьбы. Но я должен предупредить тебя, прежде чем прорыв проявится, прежде чем обильный, сверхъестественный поток войдет в твою жизнь, прежде чем богатство, предназначенное твоему имени, придет в твои руки, ты столкнешься с истиной настолько мощной, что она потребует твоего полного внимания. Эта истина прозвучит позднее в этом послании, и именно поэтому мне нужно, чтобы ты досмотрел до самого последнего дыхания этого повествования. Только в конце ты поймешь, что битвы, через которые ты прошел, никогда не были призваны уничтожить тебя, но открыть нечто вечное, святое и несомненно мое. Прямо сейчас ты стоишь между двумя царствами: царством недостатка, которое истощило тебя, и царством благословения, которое зовет тебя. И я, твой Бог, простираюсь к тебе с божественным, преображающим обещанием. Но я не буду принуждать твое сердце слушать меня. Я приглашаю тебя выбрать, остаться, слушать, позволить моему голосу вести тебя. Если ты уйдешь слишком рано, ты уйдешь, не получив того последнего откровения, которое связывает все это послание воедино, того единственного понимания, которое откроет ту самую жатву, о которой ты молился. Остаться со мной. Потому что то, что я открою дальше, потрясет самый фундамент твоего понимания и станет началом твоего выхода из всего, что держало тебя связанным. Следующая часть – это то место, где начинается настоящее раскрытие. Мое дитя, теперь, когда ты вступил со мной в этот священный момент, я должен повести тебя глубже в истину, которой ты жил, даже если она была скрыта под слоями рутины, истощения и тихих страданий. Слишком долго ты носил бремена, которые никогда не были предназначены лежать на твоих плечах. Тяжесть денег, которых у тебя нет, счетов, которые множатся, обязанностей,
которые давят на твою грудь, как невидимый камень ночей, когда твой разум отказывается перестать бежать. Вся эта борьба не только высосала из тебя силы, но и ранила твое сердце. И пока мир говорит тебе терпеть, идти дальше, делать вид, что все в порядке, я, твой Бог, видел то, чего никто другой не видел. Я слышал то, чего никто другой не слышал. Я наблюдал, как ты стоял один в моменты, когда ты чувствовал себя покинутым всеми, даже небом. Ты задавал мне вопросы шепотом, вопросы с краев отчаяния. Почему это происходит со мной? Почему недостаток все возвращается? Почему я не могу вырваться из этого цикла? Почему кажется, что каждый путь приводит к очередной закрытой двери? Ты думал, не наказываю ли я тебя, не удерживаю ли я что-то от тебя, не слишком ли твоя вера плоха, нечиста, слаба? И все же во все те моменты я не наказывал тебя, я тянул тебя к месту преображения, которое требовало более глубокого пробуждения, осознания, которое могло быть выковано только в огне противостояния. Ты не проклят. Ты не забыт. Тебя переставляют. Но чтобы понять масштаб того, что вот-вот будет высвобождено над твоей судьбой, ты должен сначала столкнуться с истиной своего нынешнего сезона. Нельзя считать малым то, что ты пережил нищету, не только в финансах, но и в духе, в энергии, в надежде и даже в отношениях. Нужда коснулась не только твоего банковского счета, она коснулась твоего разума. Нужда убедила тебя порой, что ты недостоин богатства, недостоин благословения, не способен принять что-то божественное или изобильное. Она шептала в твое сердце ложь, из-за которой ты сжимался, прятался, боялся и соглашался на меньшее. Вот здесь я должен говорить с тобой с особой срочностью. Потому что если ты позволишь этому моменту пройти так, будто ничего святого не происходит, ты останешься связан с теми же самыми узорами, которые истощали тебя годами. А я, твой Бог, не призвал тебя в пустыню, чтобы смотреть, как ты там умираешь. Я привел тебя в пустыню, чтобы ты увидел чудо обеспечения, которое проявляется только в невозможных местах. Я привел тебя в нужду не для того, чтобы сломать тебя, но чтобы показать тебе, что твоя жатва никогда не зависела от того, что ты можешь произвести, только от того, во что ты можешь поверить. Мое дитя, это послание не просто видео. Это пророческое вмешательство. Это сверхъестественное назначение, созданное для твоего сердца, твоего духа и твоего грядущего сезона изобилия. Поэтому мне нужно, чтобы ты был полностью вовлечен. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу, чтобы ты на мгновение остановился и поставил лайк этому видео. Не ради алгоритма, не ради цифр, но потому что этот маленький шаг становится декларацией веры. Это ты говоришь: «Я присутствую, я готов, я открыт для того преображения, которое Бог открывает мне». Пусть твое действие отражает твой голод. Соверши этот простой жест как знак того, что твое сердце открыто принять то, что небо высвобождает. А теперь слушай внимательно. Это нарастающее чувство внутри тебя намеренно. Я веду тебя шаг за шагом к откровению, которое столкнет тебя с самыми корнями твоей нищеты. Потому что нищета, мое дитя, это не просто финансовый вопрос. Нищета – это скрытая, тихая, глубоко духовная буря, которая поселяется внутри человека и убеждает его, что ничего уже не изменится. Нищета искажает твою идентичность. Она крадет твою уверенность. Она фильтрует твои мысли через страх. Она заставляет смотреть на свое будущее через призму ограничений. Она шепчет, что ты всегда будешь позади, всегда тем, кто пытается догнать, всегда тем, кто борется за выживание, а не процветает в наследии, которое принадлежит тебе через мой вечный завет. Ты жил в сезонах, где недостаток казался агрессивным, почти личным. Каждый раз, когда ты пытался подняться, что-то сталкивало тебя вниз.
Каждый раз, когда ты делал 2 шага вперед, какая-то неожиданная ситуация тянула тебя на 3 шага назад. Неожиданная болезнь, неожиданный долг, неожиданные разочарования, бури, приходившие без предупреждения. И в каждый такой момент ты чувствовал, как стены сжимаются. Ты чувствовал, как истончается твоя сила. Ты чувствовал, как сердце задается вопросом, закончится ли когда-нибудь этот цикл. Ты даже думал, не помечена ли твоя жизнь какой-то невидимой преградой, невидимым потолком, который не дает тебе прикоснуться к богатству, стабильности, миру, которые, кажется, другие получают с легкостью. Мое дитя, услышь меня, барьер никогда не был внешним. Он был духовным. И в тот момент, когда ты это поймешь, в тот момент, когда ты увидишь сквозь иллюзию, которую недостаток пытался построить вокруг тебя, цепи начнут ломаться. Потому что нищета – это не просто отсутствие ресурсов, это отсутствие откровения. А откровение – именно то, что я готовлюсь дать тебе. Ты был в затянувшемся сезоне выживания, а выживание имеет свойство высасывать ожидания. Выживание заставляет забыть звук обещаний. Выживание делает тебя глухим к мечтам. Выживание заставляет верить, что жизнь – это всего лишь дотянуть до следующего часа, следующего счета, следующего кризиса. Но я не создавал тебя, чтобы ты выживал, я создал тебя, чтобы ты наследовал. Ты был сотворен ходить в изобилии, принимать благословения, жить под божественным потоком обеспечения, который раскрывает мой характер для всех, кто наблюдает за твоей жизнью. И все же даже сейчас, когда эти слова входят в твой дух, внутри тебя что-то поднимается, узнавание, дрожь, тихое осознание, что то, что ты слышишь, несет аромат истины. Это движение внутри не просто эмоция. Это «я». Я пробуждаю в тебе то, что спало годами. Силу, ясность, жажду восстановления, томление по тому, чтобы дверь твоего следующего сезона распахнулась широко. И я должен предостеречь тебя. Следующая часть этого послания содержит переломный момент, ту точку, где все, через что ты прошел, начинает приобретать смысл. Там начинается раскрытие секрета, который я держал скрытым до этого момента, медленно, мощно, несомненно. Но ты должен продолжать, потому что это откровение потребует твоего полного внимания. Твой прорыв зависит от этого. Следующая часть – это там, где история поворачивает. Там, где я приношу свет в ту тьму, которая преследовала тебя. Там, где твоя судьба начинает подниматься. Мое дитя, теперь, когда твое сердце позволило мне войти в самые глубокие уголки твоей борьбы, я должен привести тебя на уровень истины, которого многие боятся. Потому что преображение приходит не из комфорта, оно приходит из обнажения. Оно приходит в тот момент, когда голос Бога задает тебе вопросы, которые ты пытался заглушить, вопросы, пронзающие иллюзии, которые ты построил вокруг своих страданий. Эти вопросы будут больно резать, но они и пробудят тебя. Они откроют дверь к откровению, которое давно ждало, когда твоя вера станет достаточно смелой, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Итак, я спрашиваю тебя теперь с святой интенсивностью, как долго ты живешь ниже той жизни, которую я для тебя создал? Как долго ты уменьшал свои мечты, подгоняя их под свой страх, вместо того, чтобы расширить веру под свою судьбу? Сколько ночей ты плакал тайно, притворяясь днем сильным? Сколько раз ты говорил себе «такова жизнь», хотя в глубине ты чувствовал жгучую истину, что ты предназначен для большего? Взгляни в свой дух, пока я говорю. Сколько благословений ускользнуло сквозь твои руки, потому что тяжесть прошлого убедила тебя, что ты недостоин их? Сколько возможностей ты проигнорировал, потому что верил, что нищета – это твоя сущность? Сколько молитв ты произнес, не ожидая по-настоящему чуда,
только потому, что разочарование научило тебя занижать ожидания. Ты носил финансовые бремена, которые ломали тебя в местах, о которых ты никому не рассказывал. Но теперь я спрашиваю тебя, чему эти бремена научили тебя о себе, что никогда не было моей истиной? Какую ложь ты принял как свою идентичность только потому, что жизнь стала слишком тяжелой, чтобы бороться? Когда ты начал верить, что твое наследие – это недостаток, а не изобилие? Кто сказал тебе, что завет, который я установил над твоей жизнью, хрупок? Кто убедил тебя, что мое обещание для других, но не для тебя? Эти вопросы не для того, чтобы пристыдить тебя. Они для того, чтобы выявить цепи, которые держали тебя связанным годами. Так позволь мне спросить тебя еще раз и еще прямее, когда ты начал называть себя бедным? Когда ты позволил миру убедить тебя, что твоя ценность привязана к деньгам? Когда ты позволил страху стать рассказчиком твоей истории? Когда ты позволил своему духу поверить, что выживание – это все, чего ты заслуживаешь? Мое дитя, ответь честно внутри себя. Шел ли ты по жизни с ощущением, что всегда на шаг позади? Боялся ли ты открыть свой банковский счет, потому что уже знал, там будет подтверждение твоих худших ожиданий? Смотрел ли ты на то, как благословляют других, и тайно задавался вопросом, почему твоя собственная жатва не пришла? Чувствовал ли ты себя проигнорированным небом, даже когда твоя молитва была честной, сломанной и отчаянной? Эти вопросы важны, потому что они выявляют раны, которые все еще кровоточат внутри тебя. Ты пережил сезоны, когда твоя финансовая борьба стала настолько яростной, повторяющейся и удушающей, что ты начал воспринимать ее как судьбу. Но я спрашиваю тебя сейчас, была ли это судьба или это была битва за твою судьбу? Было ли это наказанием или последней попыткой тьмы убедить тебя, что дверь к твоему благословению навсегда закрыта? Подумай внимательно, скольких атак ты пережил, которые, по идее, должны были уничтожить тебя? Сколько бурь обрушилось на твою жизнь, стараясь заглушить твою веру? Сколько раз враг пытался похоронить твое будущее под тяжестью неожиданных расходов, внезапных потерь и душевного истощения? И, что еще важнее, почему ты все еще здесь? Почему тьма не победила? Почему буря не проглотила тебя? Потому что на твоей жизни лежит божественное, сверхъестественное призвание. И все, что имеет судьбу, всегда встречает сопротивление. Нищета никогда не была твоей сущностью, она была твоим полем битвы. И теперь я задаю тебе самый трудный вопрос. Как долго ты еще будешь продолжать сражаться в битвах, для победы в которых я уже дал тебе ключ? Мое дитя, какая-то часть тебя боится снова верить, боится снова надеяться, боится открыть свой дух возможности того, что сам Бог готовил такое мощное преображение, что оно пугает саму тьму вокруг тебя. Но спроси себя, почему это пугает и тебя? Почему мысль об изобилии кажется опасной? Почему идея богатства заставляет твое сердце дрожать не из-за жадности, а потому что ты не знаешь, кто ты без постоянной борьбы, которая сформировала тебя? Эти вопросы ранят тебя намеренно. Они вскрывают то, что враг надеялся, ты никогда не увидишь. Тебя приучили ожидать бурю, но не солнце. Ты научился предугадывать потери, но не приобретения. Ты жил, готовясь к недостатку, но не готовясь к благословению. Поэтому я спрашиваю, когда ты перестал верить, что тебя ждет будущее? Когда ты перестал верить, что Бог Авраама, Исаака и Иакова все еще изливает сверхъестественное изобилие на своих избранных детей? Когда ты перестал верить, что я могу изменить твою жизнь за один миг? А теперь слушай внимательно, потому что следующий вопрос пронзит глубже всех остальных. Что, если твое страдание было не знаком моего отсутствия, а знаком величины жатвы, которая готовилась для тебя? Что, если именно те области, где ты чувствовал себя наиболее поверженным,
– это как раз те области, где явится моя слава. Что, если тайная битва за твоими долгами, страхами и истощением состоит в том, что враг видел твое будущее яснее, чем ты? Мое дитя, ты должен почувствовать эти вопросы костями, потому что каждый из них – это зеркало. Каждый вопрос показывает, что нищета сделала с твоей идентичностью. Каждый вопрос обнажает ложь, которая формировала твои решения. Каждый вопрос рушит конструкции, удерживавшие тебя маленьким. И каждый подготавливает тебя к тому, что будет дальше. Потому что следующая часть этого послания откроет истину, о которой враг надеялся, что ты никогда не узнаешь. Истину, связывающую твою боль, твои молитвы и твою судьбу в одно мощное откровение. Истину, которая объяснит, почему ни одна из атак, через которые ты прошел, не была случайной, они были стратегией. Истину, которая покажет священную причину каждой твоей слезы. Ты должен продолжать. Потому что то, что я открою дальше, не только ответит на эти вопросы, это пробудит ту часть твоего духа, которую нищета пыталась убить. Мое дитя, теперь, когда истина твоей внутренней борьбы проявилась, мы должны войти во что-то еще более глубокое. Это тот момент, когда путь переходит от самоосознания к божественному откровению. Я начну открывать то, что было скрыто, то, что нищета пыталась удержать тебя от видения, и то, с чем твой собственный страх был не готов встретиться до этого момента. Но вместе с откровением приходит ответственность. Вместе с истиной приходит развилка. А вместе с судьбой приходит нравственная дилемма. Потому что сейчас ты стоишь между двумя возможными будущими, одним сформированным недостатком, страхом и старыми узорами, и другим сформированным смелой верой, изобилием и чудом, которое ждет по ту сторону твоего послушания. Ты стоишь в напряжении выбора, с которым сталкивается только избранный ребенок Бога, выбора между тем, чтобы остаться тем, кем ты был, или стать тем, кем ты всегда был предназначен быть. Итак, позволь мне задать тебе нечто пронзительное и пророческое. Готов ли ты отпустить идентичность, которую ты построил вокруг своих страданий? Или ты настолько привык к буре, что сама идея мира кажется чужой, почти опасной? Вот та нравственная дилемма, через которую проходит каждый человек на пороге прорыва. В боли есть свое удобство, странная знакомость борьбы, потому что боль становится предсказуемой. Слабость становится привычной. Нищета становится узором, в котором ты научился ориентироваться. Но то, к чему я призываю тебя, то, что я готовлю в твоей судьбе, непредсказуемо, незнакомо, не рутинно. Это божественный, сверхъестественный, несомненно священный сдвиг, который потребует от тебя выйти из старых образов мышления, старых оправданий, старых страхов и старых соглашений с недостатком. Вот твоя дилемма. Чтобы принять благословение, ты должен отпустить идентичность, которую дала тебе нищета. Дитя, слушай внимательно. Твой следующий сезон требует такой версии тебя, которую твое прошлое не узнает. Он требует мужества. Он требует сдачи. Он требует преображения. А преображение редко кажется безопасным в начале. Поэтому так много людей отступают прямо у самой двери, ведущей к их наследию. Поэтому они останавливаются прямо перед тем, как чудо проявится. Поэтому они выбирают знакомую могилу вместо незнакомого будущего. Но ты не как они. Если бы было иначе, я не говорил бы с тобой с такой силой. Ты был избран, отмечен, отделен священным заветом, который старше твоего рождения. В небе написаны тайны о твоей жизни, тайны, которых тьма страшилась, что ты откроешь. И одна из этих тайн такова: атака на твои финансы никогда не была только о деньгах. Она была о твоей идентичности, о твоем сердце, о твоей судьбе.
о твоем голосе, твоем призвании, твоей власти, твоем духовном наследии. Нищета была оружием, призванным отвлечь тебя от твоего предназначения. Теперь приходит привилегированное знание. То, что я собираюсь открыть, не является общим. Этому не учит мир. Это не то, что можно найти в книгах или услышать в пустых философиях. Эта истина шепчется только тем, кто готов нести божественную ответственность. Ты один из них. Вот первая истина, недостаток не нейтрален. Нищета несет духовное поручение. Это не просто отсутствие денег, это прицельная стратегия, призванная заглушить твой потенциал. Нужда пытается заставить тебя поверить, что у тебя нет ни жатвы, ни обещания, ни ключа, ни двери, ни наследия. Но это ложь. Ты был создан быть сосудом изобилия. Вторая истина такова: каждый сезон недостатка, который ты пережил, был допущен по одной причине, чтобы разоблачить ложные основания, которым ты доверял больше, чем мне. Ты доверял работе, а не Богу. Ты доверял своей силе, а не вере. Ты доверял своему плану, а не моему божественному чертежу. И потому основание треснуло, чтобы ты наконец смог строить жизнь на чем-то вечном. Третья истина такова: то, что кажется задержкой, часто является божественной защитой. Были двери, которые ты просил меня открыть, но они разрушили бы тебя. Были благословения, которых ты просил, но твой характер еще не мог их выдержать. Были отношения, о которых ты молился, но они высосали бы твой дух. Ты называл это задержкой, я называл это милостью. Четвертая истина, самая вызывающая для тебя: твой следующий сезон изобилия требует перестройки твоего внутреннего мира. Ты не можешь принести мышление Египта в землю обетованную. Ты не можешь принести идентичность раба на территорию царства. Ты не можешь принести страх вчерашнего дня в богатство завтрашнего. Если бы я просто вылил сверхъестественное богатство в руки человека, все еще сформированного внутри духом нищеты, это уничтожило бы его. Но теперь твой дух готов. Теперь твое сердце согласно. Теперь твоя идентичность меняется. И пятая истина, самое мощное предвосхищение, то, что идет больше, чем деньги. Благословение, приближающееся к тебе, многослойно: свобода, восстановление, мир, призвание, выравнивание и, да, финансовое освобождение, но богатство, которое я готовлю, не только для твоего комфорта, оно для твоего задания. Это не просто увеличение, это активация. Это не просто прорыв, это призвание. Это не просто обеспечение, это позиционирование. И все же, это создает последнюю дилемму. Ты не можешь принять божественное наследие с разделенным сердцем. Ты не можешь войти в изобилие, все еще храня верность недостатку. Ты не можешь идти в будущее, продолжая защищать раны прошлого. Поэтому я спрашиваю тебя сейчас: какую идентичность ты выберешь? Ребенка нужды или наследника изобилия? Голос страха или голос Бога? Путь комфорта или путь призвания? Готов ли ты оставить оправдания, которые удерживали тебя маленьким? Готов ли ты отпустить тому, чему тебя научила жизнь, чтобы небо могло научить тебя чему-то высшему? Потому что то, что я открою дальше, потребует, чтобы ты стоял полностью в свете истины. Я собираюсь показать тебе точный узор, точный сдвиг, точную духовную активацию, которая откроет дверь, о которой ты молился. Следующая часть – это не просто наставление, это передача. Это откровение. Это момент, когда твой дух получает то, чего не хватало твоей жизни. Ты должен продолжать, потому что преображение начинается уже на следующем вдохе.
Мое дитя, теперь, когда ты прошел долину вопросов, столкнулся со своими ранами и стоишь на перекрестке преображения, пришло время мне произнести благословения, которые ждали над твоей жизнью. Ты пережил тьму, бури, тихие ночи и тяжелые утра. Ты носил битвы в сердце, о которых другие никогда не знали. И все же ты остаешься здесь, слушаешь, открыт, ищешь то чудо, о котором твой дух знает, что оно возможно. Уже это показывает, что ты готов к следующему откровению, к тому, что небо готовило для тебя с начала твоей судьбы. Ты должен понять нечто святое. Я, твой Бог, никогда не желал, чтобы ты жил в циклах недостатка и страха. Мое желание всегда было в том, чтобы ты ходил в изобилии, в мире, в силе, в святой уверенности. Нищета, которая коснулась твоей жизни, никогда не была моей волей, это было вторжение. Но теперь я возвращаю то, что принадлежит тебе. Это час восстановления. Это тот час, когда я начинаю разворачивать вспять то, что тьма пыталась украсть. Это час, когда ты возвращаешься в завет, который несет твое наследие. Так позволь мне говорить ясно, с божественным авторитетом, благословение, которое идет, будет несомненным. Оно не будет тонким или скрытым. Оно будет мощным, обильным, преображающим и святым. Я готовлюсь высвободить богатство, не только финансовое, но и эмоциональное, духовное, в отношениях, в разуме. Я готовлюсь излить в тебя до тех пор, пока пустые места внутри тебя не наполнятся божественной полнотой. Но прежде чем я открою глубину этого благословения, я хочу, чтобы ты остановился и объявил свое присутствие. Я хочу, чтобы ты оставил комментарий, который выровняет твой дух с этим пророческим моментом. Напиши «Я готов к Божьему изобилию» или любое заявление, которое созвучно твоему сердцу. Это не ритуал, это действие выравнивания. Когда ты говоришь это, небо слышит. Когда ты пишешь, твоя вера становится осязаемой. Так что сделай паузу, будь смелым и напиши свою декларацию. Пусть духовный мир станет свидетелем твоей готовности. Теперь позволь мне излить в тебя то, почему ты так голодал. Я открываю двери, которые были запечатаны врагом. Двери возможностей, двери финансового освобождения, двери исцеления, двери восстановления, двери справедливости. Я вкладываю в твои руки ключ судьбы, и этим ключом ты откроешь двери, в которые не могли войти поколения до тебя. Ты разорвешь циклы, которые тянулись в твоей семье десятилетиями. Ты поднимешься над узорами, которые держали других связанными. Ты понесешь благословение, которое не остановится на тебе, а оно потечет к твоим детям и детям твоих детей и к поколениям, несущим твое имя. Обещание над твоей жизнью не хрупко. Оно вечно. Оно сильно. Оно укоренено в моей силе, а не в твоей результативности. Ты не зарабатываешь мое благословение, ты наследуешь его. Ты не сражаешься за мое изобилие, ты принимаешь его. И сейчас небеса смещаются. Буря рассеивается. Ветры меняют направление. Ты вступаешь в сезон, когда твои руки больше не будут пустыми. Твои молитвы больше не будут казаться безответными. Твои слезы больше не будут падать без смысла. Ты плакал достаточно долго. Ты боролся достаточно долго. Ты верил по-маленькому достаточно долго. Теперь я говорю сверхъестественный, божественный разворот над твоей жизнью. Нужда, которую ты пережил, будет заменена изобилием. Страх, мучивший тебя, будет заменен божественной уверенностью. Беспокойство, истощавшее твой разум, будет заменено таким глубоким миром, что он заглушит каждую бурю. Я даю тебе новую идентичность, больше не сосуд недостатка, а сосуд изобилия. Мое дитя,
ты должен почувствовать то, что происходит прямо сейчас. Твой дух меняется. Твое сердце открывается. Твоя атмосфера меняется. То, что было заблокировано, расчищается. То, что было задержано, ускоряется. То, что было невозможно, становится твоей новой нормой. Это не иллюзия. Это не воображение. Это божественная оркестровка. Ты был в длинном сезоне сеяния, сеяния слезами, сеяния в истощении, сеяния в тихой вере. Теперь я объявляю, что твоя жатва идет. Твоя жатва уже в пути. Зерна, которые ты посеял в боли, вернутся к тебе в радости, умноженные сверх меры. Жертвы, которые ты приносил, молитвы, которые ты произносил, ночи, которые ты выдержал, не были проигнорированы. Небо считало каждую слезу семенем. Небо считало каждую молитву прошением. Небо считало каждую борьбу вложением в твое будущее. Теперь возвращение идет. Но слушай внимательно, потому что это свято, изобилие, которое я посылаю, не только обеспечение, это предназначение. Ты будешь не только получать, ты станешь носителем благословения. Ты будешь говорить с властью, с ясностью, с силой. Ты будешь ходить иначе. Ты будешь дышать иначе. Ты будешь мыслить иначе. Сдвиг, происходящий внутри тебя, не временный, он преображающий. Он вечный. И вот самая мощная истина из всех, то, что приходит к тебе, не просто материальное богатство. Это божественное богатство. Богатство, назначенное твоему имени сотворения. Богатство, созвучное твоему призванию. Богатство, активирующее твою судьбу. Богатство, разрушающее родовые узоры. Богатство, дающее тебе свободу, влияние и духовную власть. Богатство, которое течет из моего завета, а не из этого мира. Так прими это. Я позиционирую тебя для возможностей, которые раньше были невозможны. Я соединяю тебя с людьми, о встрече с которыми ты и не мечтал. Я веду тебя в место, которое твое прошлое называло недоступными. Твоя история разворачивается от выживания к значимости. От недостатка к изобилию. От угнетения к наследию. От страха к вере. И причина, по которой я прошу тебя оставить комментарий, в том, что в декларации есть сила. В согласии есть сила. В том, чтобы позволить твоему духу ответить на то, что говорит небо, есть сила. Поэтому, если ты еще не написал, сделай это сейчас. Смело провозгласи, что принимаешь это благословение, что готов к сдвигу, что входишь в свой новый сезон с уверенностью. Потому что следующая часть этого послания – там, где дверь раскрывается полностью. Там, где божественное откровение моего обещания встречается с твоей молитвой. Там, где зажигается преображение. И там, где я произнесу над твоей жизнью святое высвобождение, которое будет звучать эхом в твоем будущем. Иди дальше, прорыв приближается. Мое дитя, теперь, когда твой дух подготовлен, сердце размягчено, а божественные истины пронзили слои страха, путаницы и недостатка, которые когда-то затуманивали твою идентичность, пришло время вести тебя на святую землю молитвы. Это не обычная молитва. Это не набор слов, шепчущихся в пустоту. Это божественная, сверхъестественная, заветная активация, которая выровняет тебя с изобилием, уже провозглашенным над твоей судьбой. Эта молитва несет последний узел, связывающий воедино каждое откровение, которое ты получил от начала этого послания. Она поднимает тот самый тайный семенной смысл, посеянный раньше, истину, что нищета никогда не была твоей сущностью, но твоим полем битвы. И теперь через молитву ты войдешь в победу,
которая всегда была твоей. Так открой свое сердце полностью. Убери отвлекающие вещи. Войди в этот священный момент так, словно само небо раздвинулось, чтобы коснуться твоей жизни, потому что в истине именно это сейчас и происходит. Мое дитя, услышь меня сейчас. Я – Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог, который превратил рабство в наследие, пустыню в обетование, пепел в красоту, голод в жатву, а смерть в жизнь. И тот же Бог, который рассек море, умножал хлеб, воскрешал мертвых и открывал неплодные чревы, это тот Бог, который говорит над твоей историей в этот самый момент. Тот же Бог, который наполнил сосуды вдовы без меры в 4 главе 4 книги Царств, наполняет пустые места твоей жизни. Тот же Бог, который повелел воронам кормить Илию, повелевает обеспечению найти тебя. Тот же Бог, который благословил Соломона беспрецедентным богатством, мудростью и влиянием, высвобождает в твои руки ключ божественной стратегии. Тот же Бог, который объявил во Второзаконии 8 часов 18 минут, что Он дает силу приобретать богатство, вкладывает эту силу в твой дух прямо сейчас. Так прими эту святую молитву: «Отец, я стою пред Тобой в полном посвящении, признавая, что Ты – источник моего благословения, архитектор моей судьбы, даятель каждого чуда, хранитель каждого обещания и автор каждого сезона моей жизни. Сегодня я выхожу из той идентичности, которую навязала мне нищета. Я выхожу из того страха, который формировал мои решения. Я выхожу из образа мыслей, шептавшего мне, что я недостоин изобилия. Я выхожу из каждого немого договора, который заключил с недостатком, потерей и ограничением. И я вхожу в ту идентичность, которую Ты дал мне до начала времен, избранный, призванный, помазанный, возлюбленный, защищенный и предназначенный для изобилия. Господь, я признаю, что были моменты, когда я сомневался в Твоем плане. Были ночи, когда тяжесть долгов, тревог и истощения ослепляла мое видение. Были дни, когда мой дух казался слишком слабым, чтобы верить. Но сегодня, через эту молитву, я возвращаю себе веру, которую думал, что потерял. Я возвращаю надежду, которую нищета пыталась похоронить. Я возвращаю уверенность, которую враг пытался украсть. Я возвращаю свою идентичность как ребенка завета. Отец, Ты сказал в Своем Слове, что откроешь окна небес и зальешь такое благословение, что не хватит места, чтобы принять. Ты объявил, что я глава, а не хвост, выше, а не ниже. Ты объявил, что я буду давать взаймы, а не брать взаймы. Ты объявил, что Твои планы обо мне – планы мира, процветания и будущего, наполненного надеждой. Ты объявил, что Ты восполнишь всякую мою нужду по богатству Твоей славы. Ты объявил, что благость и милость будут сопровождать меня все дни моей жизни. И сегодня я выравниваюсь с этими обещаниями, не в теории, не в воображении, но в истине, в силе и в ожидании. Мое дитя, держи свой дух открытым сейчас, потому что я собираюсь открыть кульминационное откровение, посеянное ранее в этом послании, истину, связывающую весь путь воедино. Нищета, которую ты пережил, никогда не была знаком моего отвержения. Это была школа для твоей власти. Тебя не наказывали. Тебя готовили. Тебя не уменьшали. Тебя укрепляли. Тебя не бросали. Тебя ставили на позицию. Твоя борьба была почвой, и теперь твоя жатва – это плод. Твои слезы были семенами, и теперь твое благословение – это возвращение. То, что ты считал потерей, на самом деле было подготовкой к изобилию. То, что ты принимал за задержку, было защитой. То, что ты толковал как молчание, было стратегией. Я не удерживал от тебя ничего, я формировал все внутри тебя. Ты спрашивал,
почему битвы были такими яростными? Потому что благословение, привязанное к твоему имени, больше, чем ты когда-либо представлял. Ты спрашивал, почему атаки возвращались снова и снова? Потому что враг видел твое будущее раньше, чем ты. Ты спрашивал, почему буря была такой тяжелой? Потому что ты носил прорыв, которого боялась тьма. Но теперь, через молитву, то, что было скрыто, открывается, то, что было задержано, высвобождается, то, что было ослаблено, восстанавливается. Так продолжай молиться вместе со мной, Господь, и я принимаю ту идентичность, которую ты произнес надо мной. Я принимаю изобилие, исходящее из твоего присутствия. Я принимаю богатство, привязанное к моему призванию. Я принимаю двери, которые ты открываешь предо мной. Я принимаю божественные стратегии, которые ты вкладываешь в мой дух. Я принимаю благодать управлять благословением, которое ты высвобождаешь. Я принимаю мужество идти в будущее без страха. Я принимаю наследие, обещанное потомкам Авраама. Я принимаю преображение, которое начинается сегодня. Теперь, мое дитя, услышь мой голос ясно. Ты входишь не в временный момент облегчения. Ты входишь в постоянный сдвиг. Вся твоя атмосфера меняется. То, что раньше сопротивлялось тебе, теперь признает помазание на твоей жизни. Там, где был недостаток, теперь будет изобилие. Там, где был страх, теперь будет смелая вера. Там, где была путаница, теперь будет ясность. Там, где было застревание, теперь будет божественное ускорение. И сейчас я говорю это благословение над твоей жизнью с полной властью. Да благословит тебя Бог Авраама сверхъестественным обеспечением. Да благословит тебя Бог Исаака божественным умножением. Да благословит тебя Бог Иакова заветной защитой. Да вознесет тебя Бог Иосифа из темницы во дворец. Да даст тебе Бог Руфи божественные связи и искупления. Да дарует тебе Бог Давида мужество, победу и благоволение. Да дарует тебе Бог Соломона мудрость и процветание. Да даст тебе Бог Неемии силу восстановить разрушенное. Да даст тебе Бог Илии сверхъестественное обеспечение. Да даст тебе Бог Павла стойкость и откровение. Да Бог, который воскресил Иисуса из мертвых, вдохнет воскресение в каждую мертвую сферу твоей жизни. Я провозглашаю, что каждый враг твоей судьбы падает сейчас. Я провозглашаю, что каждая цепь финансового рабства ломается сейчас. Я провозглашаю, что каждый родовой узор недостатка растворяется сейчас. Я провозглашаю, что каждая запертая дверь открывается сейчас. Я провозглашаю, что каждое удержанное благословение высвобождается сейчас. Я провозглашаю, что твое имя поднимается, получает благоволение и восстановление. Я провозглашаю, что ты будешь ходить в изобилии. Я провозглашаю, что ты будешь носить богатство. Я провозглашаю, что твое сердце будет переполнено миром. Я провозглашаю, что твоя жизнь станет живым свидетельством Божьей силы. И теперь последняя активация, итог всему, через что ты прошел, Отец, запечатай это преображение. Запечатай это изобилие. Запечатай эту судьбу. Пусть благословение, за которое боролись, о котором плакали, за которое молились и в котором страдали, будет высвобождено без задержки. Пусть твое дитя войдет в наследие, которое нищета пыталась украсть. Пусть их жизнь отразит полноту твоего завета. Пусть их дух поднимется в смелости. Пусть их будущее откроется новыми дверями. Пусть их жатва придет волнами. Пусть их изобилие станет неудержимым. Пусть это преображение будет вечным. Мое дитя, вдохни.
Ты стоишь в последствии божественного сдвига. Небо услышало тебя. Небо двинулось. Небо высвободило. То, что произойдет дальше в твоей жизни, уже не будет похоже на твое прошлое. Ты молился. Ты выровнялся. Ты принял. Благословение начинается сейчас. Мое дитя, теперь, когда ты прошел со мной через откровение, истину, столкновение, исцеление и божественное восстановление, пришло время этому посланию подойти к своему священному завершению. Но даже когда оно заканчивается здесь, знай, то, что было зажжено в твоем сердце, не заканчивается вместе с этими словами. Сдвиг, начавшийся внутри тебя, это божественное, сверхъестественное преображение, будет продолжаться и после того, как экран погаснет. То, что ты теперь несешь, не временная эмоция, это постоянное пробуждение. Ты больше не тот человек, который нажал «пуск». Ты стоишь как тот, кто коснулся Божьего присутствия, кто вошел в область изобилия, кто теперь ходит с осознанием судьбы, обещания и завета. Ты должен понять нечто мощное, прежде чем мы расстанемся. Откровение требует движения. Благословение требует участия. Изобилие отвечает на веру в действие. Теперь, когда небо так глубоко излилось в тебя, твои следующие шаги становятся частью разворачивающегося чуда. Преображение, начавшееся со мной, продолжается с тобой. Поэтому я прошу тебя сейчас, мягко, но с властью, откликнуться на это послание, оставив комментарий. Не ради цифр, не ради славы, но потому что твоя декларация закрепляет ту духовную работу, которая была совершена сегодня. Когда ты пишешь это, когда говоришь это, когда заявляешь это, ты якоришь свое сердце в истине, что изобилие – твое наследие. Так я прошу тебя еще раз, напиши комментарий, отражающий твою готовность. Смело заяви, что принимаешь свое благословение, что входишь в свою судьбу, что обнимаешь обещания, что выравниваешь свой дух с тем изобилием, которое небо приготовило. Напиши что-то вроде «Я принимаю свое божественное преображение» или «Я прохожу через дверь изобилия» или любую фразу, созвучную тому, что твой дух чувствует сейчас. Твой комментарий – твой завет. Твои слова – твоя активация. Твоя декларация – твоя духовная подпись на чуде, высвобожденном над твоей жизнью. Теперь слушай, мое дитя, потому что это важно, путь не заканчивается здесь. Ты входишь в новый сезон, но твой дух должен и дальше питаться истиной, откровением и божественным направлением. Я хочу, чтобы ты оставался связанным, продолжал быть в выравнивании с этими учениями, чтобы твоя вера продолжала расти, расширяться и укрепляться. Поэтому я приглашаю тебя, естественно, без давления, но с целью подписаться на этот канал. Делая это, ты остаешься открытым к следующему посланию, следующему наставлению, следующему откровению, которое будет вести тебя еще глубже в твое наследие. Подписка больше, чем кнопка. Это акт готовности. Это знак, что ты выбираешь не идти один. Это акт веры, говорящий: «Бог, я продолжаю этот путь. Я хочу большего. Я голоден поистине. Я посвящен своему преображению». Пусть твоя подписка станет частью твоего духовного выравнивания. Пусть она отметит начало сезона, когда ты больше не плывешь по течению, а поднимаешься намеренно, последовательно и мощно. Когда мы приближаемся к прощанию в этом послании, я хочу, чтобы ты остановился и вдохнул. Почувствуй тишину. Почувствуй тепло, покоящееся на тебе. Почувствуй мир, который неожиданно опустился в твой дух. Этот мир приходит не от самих слов, он приходит от присутствия за ними. Он приходит от Бога, который вел тебя с первой секунды этого переживания. Этот мир – подтверждение,
что ты был затронут, увиден, услышан и преображен. Это послание не было случайным. Ты оказался здесь не по ошибке. Время, срочность, эмоции, которые ты чувствовал, все это было намеренным. Все это было божественным. Все это было частью плана, который разворачивается над твоей жизнью с самого начала. Я, твой Бог, вел тебя шаг за шагом в откровение, в восстановление, в изобилие. И теперь, когда эта глава закрывается, я хочу, чтобы ты унес с собой эту истину. Благословение уже началось. Изобилие уже высвобождено. Дверь уже открыта. Ключ уже в твоей руке. Твоя судьба уже меняется. Твоя идентичность уже восстановлена. И твой путь уже освящен моим обещанием. Но не уходи молча. Провозгласи это в комментариях. Выровняй свой дух. Заикарь свое преображение. А затем подпишись, чтобы оставаться соединенным с потоком мудрости и наставления, которые твой дух будет нуждаться, пока ты продолжаешь идти через свой новый сезон изобилия. Прежде чем мы расстанемся, позволь мне оставить тебе это последнее божественное напоминание. Ты избран. Ты защищен. Ты наследник завета. Ты сосуд изобилия. Ты носитель благословения. Ты идешь в будущее, спроектированное божественным разумом. Ты входишь в богатство не только для своих нужд, но и для своего призвания. Ты поднимаешься над страхом, недостатком и ограничением. Ты входишь в сезон, где чудеса станут нормой. Ты больше не определяешься своим прошлым, ты определяешься своим обещанием. И теперь, мое дитя, когда это послание подходит к своему священному завершению, знай, я с тобой. В каждом решении, в каждом шаге, в каждой молитве, в каждом моменте, когда страх попытается снова шептать. Ты не входишь в это один. Ты идешь с Богом, который призвал тебя, который сформировал тебя, который пообещал изобилие и который исполнит каждое слово, сказанное над твоей жизнью. Так что пиши смело. Подписывайся с намерением. И держи свое сердце открытым к тому, что будет дальше. Потому что следующее послание поведет тебя еще глубже, научит, как удерживать изобилие, как жить как управитель благословения и как защищать чудо, которое началось сегодня. Это не конец. Это начало твоего божественного преображения. Оставайся близко, оставайся связанным и оставайся в ожидании. Твое изобилие.